пациента. Трудности и болезненность при мочеиспускании, сильный метеоризм. В 2007 году обнаружены признаки простатита на УЗИ. Боли в тазобедренных суставах. Нейрогенный МП. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 33 лет. Дата исследования – 1 ноября 2019 года. Область исследования – органы малого таза. При анализе результатов МСКД использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях трехмерной реконструкции. На КТ-томограммах малого таза область входа в малый таз нормальной конфигурации, симметрично, подвздошно-поясничные мышцы четкие и ровные. Визуализируемые отделы прямой и сигмовидной кишок не изменены, без локальных утолщений и патологических образований. Жировая клетчатка параректальной области и седалищно-прямокишечной ямки без признаков инфильтрации и наличия включений. Мочевой пузырь содержит до 290 мл мочи. Стенки его тонкие, ровные. В просвете пузыря патологические образования и включения не выявлены. Паравезикальная клетчатка интактна. Мочеточники в зоне сканирования не расширены. Предстательная железа размером 36 на 42 на 45 мм, объемом 35,6 кубического сантиметра, структура ее диффузно неоднородна. С обеих сторон предстательной железы единичные флеболиты размерами до 5 на 6 мм. Семенные пузырьки без особенностей. Лимфатические узлы в малом тазу не увеличены. Взаимоотношение костей, формирующих тазобедренные суставы, не нарушено. Форма костей ровная за счет множественных краевых костных разрастаний. Суставная щель справа неравномерно сужена до 1 мм, слева до 2 мм. Головка бедренной кости центрирована в вертлужной впадине. Положение головки физиологичное, форма шаровидная, структура ее однородна. Шейки бедренных костей структурно не укорочена, с обеих сторон шеечно-диафизарный угол тильда 146 О. Смежные составные поверхности уплотнены по типу субхондрального склероза. Значительного объема жидкости в полости суставов не выявлено. Параартикулярные мягкие ткани без особенностей. Крестцово-подвздошные сочленения не деформированы, симметричны, с признаками субхондрального склероза, с обеих сторон в нижней трети сочленений признаки анкилоза их. Заключение. КТ-картина увеличения размеров предстательной железы на фоне ее диффузных изменений. КТ-признаки деформирующего остеоартроза правого тазобедренного сустава второй степени, слева первой степени по Келгрен, анкилоза крестцово-подвздошных сочленений. Рекомендована консультация уролога-травматолога. 9 июля 2022 года доцент кафедры К. М. Н. Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Мочевой пузырь содержит до 290 мл мочи, это нормальный показатель. Простата увеличена, неоднородна по своей структуре, это признаки хронического простатита. С этим лучше обратиться к урологу и контроль делать на УЗИ. Есть признаки артроза тазобедренных суставов, больше справа, также есть признаки заболевания крестцово-подвздошных сочленений. Все это может давать боли в малом тазу, ограничение подвижности. С этим лучше к травматологу обратиться. Вопрос пациента. Такие многочисленные патологии костно-мышечной системы, в том числе выявленного анкилоза ПК-сочленений, это следствие системной патологии соединительной ткани. Просто мои врачи интересуются первопричиной таких патологий и что они множественны. Я думаю, что эти состояния связаны с системным синдромом соединительно-тканной дисплазии. Этот диагноз установлен. Так ли это, на ваш взгляд? И насколько серьезен, например, тот же анкилоз КП-сочленений, варусная деформация голени и прочее? А также насколько серьезные изменения, найденные в легких? Ответ К. М. Н. Котова М. Это вопрос к лечащему врачу, а не к рентгенологу.